Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю запеченные баклажаны с помидорами и сырной намазкой. Это простая и невероятно вкусная овощная закуска. Здесь великолепное сочетание баклажана, помидора и сырной намазки с чесночком, укропом. Это так вкусно! Обязательно приготовьте и попробуйте. Я уверена, такая закуска понравится всем. Для рецепта мне понадобится в первую очередь подготовлю баклажаны. Они у меня вот такие длинные и худые. Именно такие баклажаны продаются в Азии. Но, конечно, вы можете использовать и обычные баклажаны, которые продаются у нас, которые более толстенькие. Итак, баклажаны я режу дольками. Толщина получается примерно около сантиметра. Бывают, попадаются такие сорта баклажанов, которые горчат. Тогда залейте баклажаны водой, добавьте немного соли и оставьте постоять минут на 10-15, чтобы из баклажанов ушла горечь. У меня баклажаны абсолютно не горчат, поэтому я сразу их заправляю. Добавляю соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку и орегано. Наливаю пару столовых ложек растительного масла. Я использую оливковое. И хорошо все перемешиваю, чтобы все баклажаны равномерно покрылись специями и маслом. При желании вот эти баклажаны сейчас можно обжарить на сухой сковороде, но я буду запекать их в духовке. Так быстрее и удобнее. Дольки баклажанов перекладываю на подготовленный противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Отправляю баклажаны запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут. Помидоры порежу небольшими дольками. Я их разрезаю пополам, так как сами баклажаны у меня небольшого размера. Если у вас баклажаны получаются такие более крупные, вы можете тогда просто помидоры нарезать круглыми дольками. Я же буду резать полукольцами. Не надо слишком тонко, примерно полсантиметра толщиной. Подготовлю сырную начинку. Я использую в равных количествах плавленый сыр и сыр моцарелла. Перекладываю плавленый сырок в миску. На мелкой терке натираю сыр моцарелла. Также на мелкой терке натру 3 зубчика чеснока. Конечно, чеснок добавляйте по вкусу. Я люблю, например, когда эта закуска более остренькая. Мелко порежу небольшой пучок укропа. Добавляю его в тарелку. Также добавляю 1 столовую ложку сметаны. Можно добавить майонез, если хотите. Немного соли по вкусу, в зависимости от того, какой вы используете сыр. И немного черного перца. Хорошо все перемешиваю. У меня плавленый сыр мягкий, поэтому он очень легко растирается вилкой. Получилась вот такая очень вкусная сырная намазка. Фактически как сырный салатик. Баклажанчики запеклись в духовке. Они уже стали мягкие. Теперь сверху на каждую дольку баклажана я выкладываю помидор. У меня помидорчики чуть побольше, чем сами баклажаны. Но ничего страшного. Конечно, сочетание баклажанов, помидора и сыра с чесноком – это просто классика. Там, где баклажанчики у меня совсем маленькие, я выкладываю четвертинки помидоров. И теперь сверху на каждый помидор выкладываю сырный салатик. Вот эта закуска сейчас уже полностью готова. Ее можно подавать к столу. Но я хочу ее сделать чуть более интересной. И поэтому я сейчас все отправлю обратно в духовку еще на 5 минут при температуре 200 градусов, чтобы сыр немного расплавился. И помидоры тоже прогрелись. И вы выбирайте сами, как вы больше хотите приготовить эту закуску. Либо еще раз отправить ее в духовку, либо подавать так, как есть. Оба варианта получаются очень вкусные. Закуска готова. Эту закуску можно подавать к столу и горячей, и холодной. Обязательно приготовьте и попробуйте. Я уверена, такая закуска понравится всем. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Языков «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!